Ассоциация домовладельцев, в которой я состою, слишком переусердствует со своими правилами. Автор истории с Reddit No Sleep Мэн Дарк. Часть 1. Дом был идеальным. Построенный в так называемом ремесленном стиле, он представлял собой прекрасное сочетание дерева, камня и кирпича. Его прочные стены были украшены широкими окнами, в которые по утрам заглядывали первые солнечные лучи. У дома было крыльцо с колоннами, выполненное из старого окрашенного дерева, которое выходило на лужайку, настолько ухоженную, что она просто напоминала зеленый ковер. Посыпанная гравием подъездная дорожка вела к гаражу, расположенному рядом с домом. Комнаты были просторными, словно ожидающие, когда их наполнят мечтами и воспоминаниями. Дом выглядел как идеальное место, чтобы жить там с семьей. Если бы только у нас были соседи получше. Наша первая встреча с ассоциацией домовладельцев состоялась прямо в день нашего переезда. Солнце было в самом зените, и мы таскали наши коробки из арендованного грузовика в дом. Моя жена и дочь находились внутри, разбирая коробки и решая, какие из них открыть в первую очередь, пока я сидел на подъездной дорожке, делая небольшой перерыв от утомительной работы и любуясь огромным дубом, который рос на краю участка. Я с любопытством отметил, что одна из его толстых ветвей почти касается окна на 2-м этаже. Внезапно ко мне подкралась она. «Красивый дом, не так ли?» Я вздрогнул от неожиданности. «Извините, не хотела вас напугать». Я обернулся и прищурился, приложив руку к колбу, чтобы закрыть глаза от палящего солнца. Это была женщина средних лет с короткими светлыми волосами, уложенными в боб. Она была одета в костюм с юбкой-карандашом и держала в руке кожаную папку. Женщина с улыбкой протянула мне руку, и я ее пожал. «Меня зовут Аманда, я президент Ассоциации домовладельцев». «Здравствуйте, Аманда», – поздоровался я с ней. «Я Ирфан Аббас. Полагаю, мы ваши новые соседи». Ее улыбка стала шире. «Похоже, что так. Хотя я и не самая близкая ваша соседка. Я живу через 3 дома». Она усмехнулась. «Рада видеть вас в нашем новом жилищном комплексе, Ирфан. Я надеюсь, что вы и ваша семья полюбите это место так же сильно, как и мы». «Я очень на это надеюсь», – ответил я. «Никогда не думал, что мы когда-нибудь будем жить в частном комплексе». «О, тут идеально». Она залилась краской. «В нескольких минутах ходьбы есть отличная школа. У нашего ТСЖ даже есть свое собственное детское дошкольное учреждение, а также общий бассейн и теннисный корт прямо там, за углом». «Да, я прочитал об этом, когда подписывал документы на дом», – признался я. «Звучит как сказка». «Как я уже сказала, тут все идеально». Она хихикнула. «Я бы ни за что на свете ничего здесь не меняла». Я по-доброму улыбнулся ей. «Но, наверное, самое лучшее в жизни здесь – это люди», – добавила она. «У нас здесь у всех есть чувство общности, понимаете? Мы все заботимся друг о друге. Если кому-то что-то понадобится, остальные всегда готовы помочь». Я запнулся. «Да». Она нахмурилась. «Всё в порядке?» «Да, нет», – поспешно сказал я. «Всё в порядке». Я не хотел рассказывать ей о нашем ближайшем соседе, который, похоже, не очень-то был рад нас видеть. Он хмуро наблюдал, как мы переносим вещи, сидя в своем плетеном кресле рядом с большим флагом, гордо развивающимся на крыльце. «О, вы, наверное, про Дэвида, да?» Она покраснела, слегка смутившись. «Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Дэвид безобиден. Он просто находится в подавленном настроении с тех пор, как потерял сына. Он умер там, знаете, в Афганистане». Последнюю часть предложения она произнесла шепотом, наклонившись прямо ко мне. «Мы из Ирака», – уточнил я. «Да-да, верно», – пренебрежительно ответила она. «Как я и говорила, он прекрасный человек, просто дайте ему время. Я уверена, что он придет в себя». Я кивнул. «Конечно. Так что, есть что-то еще? У меня еще много работы на сегодня». «О да, прежде чем вы продолжите». Я смотрел, как она возилась с застежкой своей папки, прежде чем вытащить ровные белые бумаги. «Вот», – она протянула их мне. «Это все правила, которым должны следовать члены ТСЖ. Все стандартно, уход за газоном, содержание дома и сбор мусора». Мои глаза быстро пробежались по документу. «Отлично. Пожалуйста, прочтите это внимательно». «Я так и сделаю». «Нет, я прошу вас, пожалуйста, прочтите документ внимательно». Я посмотрел на нее в замешательстве. «Как я и сказал, я так и сделаю». Ее рука взметнулась, как гадюка, и она схватила меня за запястье. Я поморщился от того, как она крепко вцепилась в меня.
Улыбка исчезла с ее лица, сменившись тревожной смесью страха и нетерпения. «Я должна повторить еще раз, мистер Аббас. Крайне важно, чтобы вы очень внимательно прочитали правила». Она тяжело дышала, и на ее лице застыло маниакальное выражение. «Нам попадались другие жители, которые отказывались следовать правилам или просто были слишком ленивы, чтобы поспевать за всеми. Некоторым из них в конце концов пришлось продать свои дома и уехать. И им еще повезло. Я высвободил руку и несколько раз сжал кулак. «Вы сейчас угрожаете мне, мисс Аманда?» Ее глаза расширились. «Что? Нет. Пожалуйста, попытайтесь понять. Все в этом комплексе должны следовать правилам. Я, вы, никаких исключений. Если мы не будем этого делать, начнут происходить плохие вещи. Вещи, на которые мы просто не сможем повлиять». Она наклонила голову и незаметно указала на дом Дэвида. Она что, пыталась предположить? Нет, не может быть. Я повторю еще раз. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. В самих правилах нет абсолютно ничего странного, но последствия их несоблюдения могут быть самыми нелицеприятными. Потому что, как я уже сказала, это место идеально, но за такое совершенство всегда приходится платить. Этот разговор показался мне до жути странным, но я кивнул так серьезно, как только мог. Мы отнесемся к правилам со всей серьезностью. Честно. На ее лице снова появилась улыбка. Просто поразительно, как будто она сменила выражение лица. «Добро пожаловать в Систон-Ридж, Ирфан». Я решил не рассказывать жене о странном разговоре, который состоялся у меня с президентом ТСЖ. По крайней мере, пока наша дочь была с нами в одной комнате. Я рассудил, что мы могли бы поговорить о странном поведении чокнутой Аманды вечером, когда Абида ляжет спать. Войдя в дом, я увидел, что моя жена и дочь сидят на полу и смеются, болтая без умолку. Я почувствовал, как на глаза навернулись слезы, когда увидел, какими счастливыми и расслабленными они выглядели. Мы так много повидали, через столько прошли и наконец-то нашли безопасность и комфорт, о котором мы так мечтали. Все тревоги и сомнения исчезли из моей головы. Я просто испытал облегчение от того, что мы все были вместе. «Папа!» – воскликнула Абида, увидев меня. Ее хиджаб почти соскользнул с головы. Я улыбнулся, положил документ, который дала мне Аманда, на нераспечатанную коробку и пошел к своей семье. Мы провели целый день в попытках сделать дом пригодным для жизни. Сначала мы занялись спальнями, и после того, как Абида выбрала комнату наверху, ту, что ближе к дубу, я собрал ее кровать, а затем занялся нашей собственной спальней. К тому времени, как солнце начало садиться, мы обустроили 2 спальни и проделали большую часть работы на кухне. Мы заказали на ужин пиццу, потом поиграли в Уно и в конце вечера разошлись по своим спальням. На следующий день предстояло закончить много дел. Не только разобрать вещи, но и связаться со своим боссом и поискать школу для Абиды. Я был так поглощен всем этим, что мой утренний разговор с президентом ТСЖ совершенно вылетел у меня из головы, и я не рассказал о нем своей жене. И я пожалею об этом. Сильно пожалею. Я спал беспокойно, находясь на грани бодрствования, когда ужасный крик разорвал ночную тишину. Я выпрямился в кровати, мое сердце бешено заколотилось, когда раздался еще один визг, а затем еще один, сопровождаемый слабыми всхлипываниями. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Моя жена зашевелилась. Я положил руку ей на плечо. «Не волнуйся, я разберусь. Теперь моя очередь». Она хмыкнула и откинула голову обратно на подушку. Я зевнул, скатился с кровати, надел тапочки и вышел из комнаты, чтобы пойти к Абиде. Я щелкнул выключателем и увидел, что моя дочь сидит на кровати, подтянув колени к груди, дрожа и всхлипывая, завернувшись в одеяло, как в кокон. «Эй!» – мягко сказал я, скользнув к ней и сев в ногах на кровати. «Всё хорошо, ты в безопасности». Она зарыдала еще сильнее, по ее щекам потекли слезы. «Всё в порядке, Абида», – повторил я. «Ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает, хорошо?» Ее тело снова сотрясали рыдания. «Абида», – сказал я, – «мне нужно, чтобы ты дышала. Ты можешь сделать это для меня?» Она кивнула. «Сделай вдох». Она вдохнула. «Задержи дыхание. 1, 2, 3, 4. Теперь выдохни». Мы сделали ее обычные упражнения. Я сказал ей глубоко дышать, упереться пальцами ног в кровать, а затем попросил ее подумать о том времени, когда мы все вместе ходили есть мороженое в Багдаде, когда ее брат еще был с нами. Она начала успокаиваться.
Мне стало интересно, что спровоцировало приступ на этот раз. Может быть, это случилось из-за стресса от переезда в новый дом? Мне не пришлось долго гадать, потому что она сказала мне об этом сама вскоре после того, как я обнял ее. И от ее слов у меня в жилах застыла кровь. «В окне кто-то был, папа». Я замер. «Я клянусь, я не вру». Она заплакала. «Там действительно кто-то был». Я вскочил с кровати и бросился к окну. Снаружи ничего не было, только листья дуба, которые мягко скреблись о стекло. Я обратил внимание на ветку дерева, она была достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека. Я не разглядела, как он выглядел, я думала, что это тень, но потом я поняла, что там кто-то есть. Он стучал в окно и не останавливался, пока я не закричала. Страх обрушился на меня, как ураган. Вдруг она говорит правду? Зачем ей врать? У нее нет для этого причины, она никогда раньше не лгала о чем-то подобном. Мои мысли вернулись к разговору с Амандой, который случился этим утром. Может ли это иметь какое-то отношение к тому, о чем она мне рассказывала? Нет, это невозможно. «Папа, ты же мне веришь, да?» «Да, Абида, я верю тебе. Конечно, я верю». Она сглотнула, подняла дрожащую руку и указала на дверь позади меня. «Потому что я думаю, что внизу тоже кто-то был». Я смотрел на нее в ошеломленном молчании, почти ожидая, что из темноты выскользнет рука и обовьется вокруг моей шеи, как удав. По моему лбу скатилась капля пота. Я слышала шаги, но не была уверена, не показалось ли мне. А потом я увидела ту тень в окне. «Иди к своей маме», – яростно сказал я. «Запри за собой дверь и позвони 911». Я подождал, пока она встанет с кровати, посмотрел, как дверь за ней закрылась с мягким щелчком, а затем приготовился спуститься вниз. Мой большой палец нажал на выключатель на стене справа от меня, и лестница мгновенно залилась тусклым оранжевым светом. Но ниже начиналась кромешная тьма. С того места, где я находился, тьма выглядела как живое существо, двигающееся и кружащееся, готовое проглотить все, что коснется ее адской черноты. Я сделал шаг вниз и вздрогнул, когда подо мной заскрипели половицы. Я выругался себе под нос и поднялся, чтобы незваный гость меня не услышал. Я моргнул, когда ощутил каплю пота у своей челюсти и задумался, правильно ли я поступаю. Стоит ли мне спускаться вниз? Что, если на меня нападут? Я отрицательно покачал головой. Разве это не моя работа – защищать свою семью? Я сбежал вниз по лестнице, не обращая внимания на болезненные скрипы и стоны половиц, и бросился туда, где, как мне казалось, был выключатель. Повозился пару чрезвычайно напряженных секунд, прежде чем почувствовал облегчение, когда мои пальцы наконец нащупали его. Мой указательный палец, скользкий от пота, нажал на выключатель, и гостиная залилась ярким светом. Я огляделся по сторонам. Двери были заперты. Я был внизу один. Наверное, моя дочь все это выдумала. Так я подумал, пока не опустил глаза вниз на пол. Посреди гостиной на полу кто-то грязью написал «Добро пожаловать». Буквы были размашистыми, а вокруг слов были грязные отпечатки обуви, которые, вероятно, оставил человек, написавший это. Я проследил за ними, и мое сердце упало, когда я увидел, куда они вели. Я думал, они приведут меня ко входной или задней двери, но нет. Они шли к запертой двери подвала.